Тема «Голландская республика» или «Республика семи соединенных провинций» или «Республика семи объединенных нижних земель». Как пишет Гейрт Мак, началом формирования нидерландской нации следует считать в первую очередь знаменитое восстание, бунт против власти испанских Габсбургов, послуживший импульсом для так называемой 80-летней войны, в результате которой появилась независимая республика семи соединенных провинций. Это было также тем периодом истории, когда впервые ярко проявились некоторые типичные особенности нидерландского общества. Активная и быстрая урбанизация и связанное с ней стремление к гражданской свободе, основа республики, рассредоточенная и децентрализованная государственная власть, которой, впрочем, иногда приходилось принимать решения по таким общим вопросам, как война и постройка плотин. Искусство политики состояло прежде всего в умении сторон убеждать друг друга и искать компромиссы. Многообразие городов и районов также и в религиозном отношении, в противоположность многим другим европейским странам, здесь не было ни одной настолько сильной группы, чтобы навязывать другим группам свой религиозный порядок. Ситуация, которая может оставаться жизнеспособной только благодаря высокой степени толерантности. Постепенно эта необходимость была возвышена до добродетели. Успех республиканского восстания, отсутствие короля в качестве посредника между Богом и гражданином. Жизненно важным моментом для восстания стало 26 июля 1581 года, когда Генеральные Штаты Северных Нидерландов формально разорвали отношения с испанским королем Филиппом II. Текст акта об отделении или отречении позже послужит источником вдохновения для американских отцов-основателей, когда в 1776 году они сочиняли свою декларацию независимости. Для Нидерландов 26 июля было действительно началом. С этого момента страна продолжала свой путь самостоятельно и воистину как сообщество одной судьбы. Голландская республика была федеративной республикой, которая существовала с 1581-1588 года, это как раз время голландского восстания против правления испанского короля, по 1795 год. 1795 год – это время завершения Батавской революции, и Голландская республика была преобразована в Батавскую республику. Можете обратить внимание, про Батавскую революцию есть видео на канале, я оставлю ссылку. Голландская республика, по сути, это было первое полностью независимое голландское национальное государство. Республика была создана после того, как 7 голландских провинций в испанских Нидерландах восстали против правления Испании. Провинции заключили союз против Испании в 1579 году, Утрехтскую унию, и провозгласили свою независимость в 1581 году. Все было прописано в акте об отделении, отречении. Акт об отделении, отречении – это юридический документ, которым было провозглашено, что король Испании не исполнил своих обязанностей перед Нидерландами и поэтому больше не считается законным королем на ее территориях. Был подписан в одностороннем порядке и закрепил выход из-под юрисдикции короля Испании Филиппа II северных провинций Нидерландов и объединение их в Республику Соединенных Провинций. Хотя государство было небольшим и насчитывало всего около 1,5 миллиона жителей, оно контролировало всемирную сеть морских торговых путей. Это непосредственно было связано с голландской Ост-Индской компанией и голландской Вест-Индской компанией. В дальнейшем государство преобразовалось в голландскую колониальную империю. Доход от торговли позволял Голландской республике конкурировать в военном отношении с гораздо более крупными странами. Голландская республика собрала огромный флот из 2000 кораблей. Были крупные конфликты. Сюда относятся 80-летняя война против Испании, голландско-португальская война, англо-голландские войны, франко-голландская война и война Аугсбургской лиги против Франции. Голландская республика была более терпима к различным религиям и идеям, чем другие государства, предоставляя свободу мысли своим жителям. В основном при таком режиме процветали многие художники, такие как Рембрандт, Ян Вермеер, ученые, мыслители, например, Гюйгенс, Левенгук. Что касаемо Гроция, это выдающаяся фигура. Из-за религиозных споров он пострадал и писал многие свои работы в изгнании. Про Гроция есть видео на канале, я оставлю ссылку. Поскольку голландская торговля, наука, военное дело, искусство были одними из самых известных в мире на протяжении большей части 17 века, соответственно, период стал известен в истории Нидерландов как «Золотой век Нидерландов». Республика представляла собой конфедерацию провинций, конфедерация – союз суверенных государств, объединившихся для решения общих задач и проведения совместных
действий, каждая из которых обладала высокой степенью независимости от генеральных штатов. По Вестфальскому миру 1648 год республика получила еще примерно около 20% территорий, расположенной за пределами входящих в нее провинций, которая управлялась непосредственно генеральными штатами. Каждой провинцией руководил штатгальтер или статхаудер. Эта должность номинально была открыта для всех, но большинство провинций назначали члена Оранской династии. Эта должность постепенно становилась наследственной. Принц Оранский одновременно занимал большинство или все должности в роли штатгальтера, что фактически делало его главой государства. Это создавало напряженность между политическими группировками. Например, оранжисты выступали за сильного штатгальтера, а республиканцы за сильные генеральные штаты. Республиканцы привели к двум периодам без штатгальтера 1650-1672 годы и 1702-1747 годы. Последний период привел к национальной нестабильности и окончанию статуса великой державы. Экономический спад привел к периоду политической неустойчивости, известному как время патриотов 1780-1787 годы. Это волнение было на время подавлено Пруссией. Пруссия вторглась в Голландскую республику, чтобы поддержать штатгальтера. Французская революция и последующая война Первой коалиции вновь вызвали эту напряженность. В дальнейшем штатгальтер был изгнан во время Батавской революции. Это положило конец Голландской республике, на смену ей пришла Батавская республика. До XVI века исторические Нидерланды состояли из ряда герцогств, графств и княжеств и епископств, почти все из которых находились под верховенством Священной Римской империи, германской нации, за исключением графства Фландрия, большая часть которого находилась под властью французского королевства. Большая часть Нидерландов перешла под власть Бургундского дома, затем Габсбургом. В 1549 году император Священной Римской империи Карл V издал прагматическую санкцию, которая еще больше объединила 7 провинций под его властью. После Карла пришел к власти его сын, король Испании Филипп II. В 1568 году Нидерланды во главе с Вильгельмом I Оранским восстали против Филиппа II из-за высоких налогов, преследования протестантам правительством и из-за усилий Филиппа по модернизации и централизации государственных структур провинций по принципу Средневековья. Так началась 80-летняя война. На начальном этапе войны восстание было в основном безуспешным. Испания восстановила контроль над большинством восставших провинций. Данный период известен как «Испанская ярость» из-за большого числа массовых убийств, случаев массового мародерства и полного разрушения нескольких городов между 1572 и 1579 годами. В 1579 году северные провинции Нидерландов подписали Утрехтскую унию, в которой они обещали поддерживать друг друга в обороне от фландерской армии, армии Испанской империи. За этим последовало в 1581 году подписание акта об отречении, провозглашение независимости провинции от Филиппа II.
Голландский колониализм начался в этот момент, поскольку Нидерланды смогли захватить ряд португальских и испанских колоний, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе. После убийства Вильгельма Оранского 10 июля 1584 года Генрих III, король Франции, Елизавета I, королева Англии и Ирландии, отклонили предложение о суверенитете. Однако Елизавета согласилась превратить Соединенные провинции в протекторат Англии по договору 1585 года и отправила графа Лейстера в качестве генерала-губернатора. Это не увенчалось успехом, и в 1588 году провинции объединились в конфедерацию. Утрехтская уния считается, можно сказать, конституцией республики семи соединенных провинций. Она не была признана Испанией до Вестфальского мира в 1648 году. Во время англо-французской войны 1778 год внутренняя территория была разделена на две группы: патриотов, которые были профранцузскими и проамериканскими, и оранжистов, которые были пробританскими. Республика Соединенных Провинций столкнулась с серией республиканских революций в 1783-1787 годах. В этот период республиканские войска заняли несколько крупных голландских городов. Первоначально, обороняясь, оранжистские силы получили помощь от прусских войск и в 1787 году отвоевали Нидерланды. Республиканские войска бежали во Францию, но затем успешно вторглись вместе с армией Французской республики 1793-1795 годы, свергнув штатгальтера Вильгельма V, отменив Голландскую республику и заменив ее Батавской республикой 1795-1806 годы. После того, как Французская республика стала Французской империей при Наполеоне, Батавская республика была заменена Голландским королевством 1806-1810 годы. Нидерланды восстановили независимость от Франции в 1813 году. В англо-голландском договоре 1814 года использовались названия «Объединенные провинции Нидерландов» и «Объединенные Нидерланды». В 1815 году они были объединены с австрийскими Нидерландами и южными провинциями, чтобы создать сильное буферное государство к северу от Франции. 16 марта 1815 года сын штатгальтера Вильгельма V короновал себя королем Нидерландов Вильгельмом I. Между 1815 и 1890 годами король Нидерландов также состоял в личном союзе с великим герцогом герцогства Люксембург. После обретения Бельгии независимости в 1830 году государство стало называться Королевством Нидерландов. Во время Золотого века Нидерландов в конце XVI и XVII веков Голландская республика доминировала в мировой торговле и управляла крупнейшим флотом. Голландия, графство, была самым богатым и урбанизированным регионом в мире. Дух свободной торговли того времени был усилен развитием современного, эффективного фондового рынка в Нидерландах. В Нидерландах находится старейшая фондовая биржа в мире, основанная в 1602 году Голландской Остинской компанией. В Амстердаме было старейшее учреждение, основанное на современных принципах торговли. Также в Нидерландах развивалась банковская система. Она была быстро инкорпорирована англичанами с хорошими связями, что стимулировало рост английской экономики. В период протоиндустриализации империя получала 50% текстиля и 80% шелка, импортируемых из империи великих моголов, главным образом из ее наиболее развитого региона, известного как Бенгальская Суба. Голландская республика была мастером банковского дела, и ее часто сравнивали с Флоренцией XIV века, когда Южная Европа переживала неурожай, излишки зерна из Польши были проданы голландцами с большой прибылью. Здесь немного
немного буду повторяться. В общем, республика представляла собой конфедерацию из 7 провинций, которые имели свои собственные правительства и были очень независимыми, а также ряд так называемых земель общности. Последние управлялись непосредственно генеральными штатами, федеральным правительством. Генеральные штаты заседали в Гааге и состояли из представителей каждой из 7 провинций. Помимо 7 провинций существовала 8-я провинция, графство Дренте, но эта область была настолько бедной, что была освобождена от уплаты федеральных налогов и, как следствие, ей было отказано в представительстве Генеральных штатов. Каждая провинция управлялась провинциальными штатами, главным исполнительным должностным лицом, хотя и неофициальным главой государства, был великий пенсионарий. Во время войны штатгальтер, командовавший армией, обладал большей властью, чем великий пенсионарий. Теоретически штатгальтеры были свободно назначены штатами каждой провинции и подчинялись им. Однако на практике принцы из Оранской династии, начиная с Вильгельма I Оранского, с Вильгельма Молчаливого, всегда избирались штатгальтерами большинства провинций. Зеландия и обычно Утрехт имели того же штатгальтера, что и Голландия. Шла постоянная борьба за власть между оранжистами, которые поддерживали штатгальтеров, и в частности принцев оранских, и республиканцами, которые поддерживали генеральные штаты и надеялись заменить по наследственный характер систему штатгальтерства истинно республиканской структурой. После Вестфальского мира несколько пограничных территорий были переданы Соединенным провинциям. Генеральные штаты Соединенных провинций контролировали голландскую Ост-Индскую компанию и голландскую Вест-Индскую компанию, но некоторые морские экспедиции были инициированы провинциями, в основном Голландии и Зеландии. Утрехтской унии от 20 января 1579 года Голландии и Зеландии было предоставлено право принимать только одну религию, на практике кальвинизм. Каждая другая провинция имела свободу регулировать религиозный вопрос по своему усмотрению, хотя Союз заявил, что каждый человек должен быть свободен в выборе личной религии, что никто не должен подвергаться преследованию на основании религиозного выбора. Вильгельм Оранский был убежденным сторонником общественной и личной свободы вероисповедания и надеялся объединить протестантов и католиков в новом союзе. И для него этот союз стал поражением. На практике католические службы во всех провинциях были быстро запрещены, и Нидерландская реформатская церковь стала общественной или привилегированной церковью в республике. Во времена республики любой человек, желавший занять государственную должность, должен был подчиниться реформатской церкви и принести соответствующую присягу. Степень преследования различных религий или конфессий во многом зависела от периода времени и региональных или городских лидеров. Вначале это было особенно сосредоточено на католиках. В Лейдене в XVII веке могли выписывать штрафы за службу католикам, однако в целом существовала личная свобода вероисповедания, которая была одним из факторов, наряду с экономическими причинами, вызвавших массовую миграцию религиозных беженцев из других частей Европы. В первые годы республики внутри реформатской церкви возникли разногласия, главным образом вокруг вопроса о предопределении. Это стало известно как борьба между арминианством и гоморизмом или между ремонстрантами и контрремонстрантами. В 1618 году Дордехтский синод рассмотрел этот вопрос, что привело к запрету протестантской веры. Начиная с XVIII века ситуация изменилась от более или менее активного преследования религиозных служб к состоянию ограниченной терпимости к другим религиям, пока их службы проходили тайно в частных церквях. Длительное соперничество между двумя основными политическими группировками, республиканцами и оранжистами, подорвало силу и единство страны. Ян де Вит и республиканцы действительно правили какое-то время в середине XVII века, первый период без штатгальтера, до его свержения убийства в 1672 году. В дальнейшем Вильгельм III Оранский стал штатгальтером. После 22-летнего периода без штатгальтеров оранжисты восстановили власть, и первой проблемой было пережить франко-голландскую войну с производной Третьей англо-голландской войной, когда Франция, Англия, Мюнстерское княжество, епископство и Кёльн объединились против страны. Войны, направленные на сдерживание экспансионистской политики Франции в различных коалициях после славной революции, обременяли республику огромными долгами, хотя после 1673 года мало боевых действий происходило на ее собственной
территории. Необходимость содержать огромную армию против Франции означала ослабление экономики республики. После смерти Вильгельма III в 1702 году начался второй период отсутствия штатгальтеров. Несмотря на большой вклад в войну за испанское наследство, Голландская республика мало выиграла от мирных переговоров в Утрехте 1713 год. Окончание войны за австрийское наследство в 1748 году и вступление Австрии в союз Франции против Пруссии ознаменовали конец республики как крупной военной державы. Жесткая конкуренция за торговлю и колонии, особенно со стороны Франции и Англии, способствовала экономическому спаду в стране. Три англо-голландские войны и рост меркантилизма оказали негативное влияние на голландское судоходство и торговлю. Думаю, на этом все. Всего доброго.